Всем привет! Предлагаю приготовить супчик с фрикадельками. Это быстро и просто. Это один из самых простых и быстрых супчиков. В результате у вас сытное и всегда нарядное блюдо для всей семьи. Этот супчик без зажарки, скорее диетический. Для приготовления нам понадобится 300 грамм фарша любого, у меня свиной, лук репчатый 1-2 штуки, перец черный приправа, картофель, возьмем капусту грамм 300, морковь. И в такой супчик я люблю добавить сладкий болгарский перец. Вы можете не добавлять, это по вкусу. Теперь процесс подготовки всех овощей. Я люблю нарезать морковь маленькими кубиками, ну вот такими примерно. Так в ней ярче сохраняется вкус, но вы можете натереть ее и на терке. Всыпаем морковь в мисочку, доска нам еще будет нужна. Теперь перец, у меня он красно-зеленый. Разрезаем его поперек на 2 половинки, вынимаем сердцевину и плодоножки, вот таким образом. Нам останется его помыть, вырезать перегородки и разрезать на дольки. Для приготовления супчика я беру небольшой перчик. Все равно, когда мы его вот так порежем, то не будет видно, какой он был красивый изначально. Нарезаем сладкий перец на небольшие узкие полосочки. Вы можете нарезать кубиками, ведь морковь уже у нас нарезана кубиками, и в тарелке тоже будет хорошо смотреться. Но мне больше нравится полосочками, да и быстрее выходит. Подготовим репчатый лук. Я нарезаю достаточно крупно, а вы можете нарезать помельче. Тут есть варианты. Лук вообще можно заменить чесноком. Теперь капуста. Я разрезала качан на 4 части. Взяла четвертинку, разрезала пополам и вот сейчас нарезаю поперек тонкой соломкой. Сам качан капусты был небольшой, и для супчика мне вполне хватит четвертинки. Таким способом нарезаем всю капусту. Вот посмотрите, примерно такие получаются брусочки. Вы можете взять меньше капусты или вообще заменить ее рисом. Здесь в этом супчике главный ингредиент все-таки будут фрикадельки. Ну вот, нам останется только почистить картошечку. Картофель я оставила напоследок, и вы знаете почему, чтобы он не потемнел. Ну вот, теперь мы его почистим. Срезаю кожуру по кругу. На 4-литровую кастрюлю я использую 4-5 таких небольших картофелин. Но если у вас картофель крупный, то достаточно будет 1-2 картофелины. Нарезаю такой картофель маленькими кубиками, но можно и брусочками. Тут уже как вам больше нравится. Для этого супчика я беру одинаковые пропорции картофеля и капусты. Остается только фарш. Добавляем лук, но можно и без него. Тогда прямо вот сейчас добавьте в фарш чеснок. Добавляем черный перец и кориандр, а вы можете любую другую свою приправу. И все это солим. Пока у меня чистые руки, я сейчас поставлю кастрюльку с водой на 4 литра, потому что сейчас будем замешивать фарш, и руки будут уже грязные. Замешиваем фарш. Обратите внимание, что в такой рецепт яйца мы не добавляем, ну не нужны они здесь вообще. Ну, вымешиваем тщательно, это важно. У нас же тут и соль, и перец, и надо, чтобы это все равномерно распределилось. Это же наши будущие фрикадельки. Фарш здесь свиной, но вы можете взять и говяжий, и куриный, если вам так больше нравится. Самое интересное, смачиваем руки и чайную ложечку водой, ложечкой набираем фарш и катаем вот так руками фрикадельки, одну за одной. Вода закипела,
Добавляем соль, можно немножко лаврового листа добавить по вкусу. И закладываю вместе морковку с фрикадельками. Обратите внимание, что может появиться пенка, особенно если у вас фарш говяжий, тогда надо ее будет снять вот на этом этапе. А если вы морковку вообще натерли на терке, то сейчас ее не выкладывайте. Первыми положите только фрикадельки. У меня морковка достаточно крупными кубиками, поэтому ей придется дольше повариться. Фрикадельки опускаю по очереди, по одной, достаточно низко над бульоном, чтобы не было брызг. Таким образом проварим 4-5 минут. Можно прикрыть крышкой. Суп будет вообще без зажарки, очень нежный, то, что надо. Ну вот, появилась пенка, мы ее убираем. Пенки мало, потому что мясо мы закладывали уже в кипящую воду. Через 3-4 минуты выкладываем капусту. Если вам нравится, положите лапшу или вермишель вместо капусты. Оставляем с приоткрытой крышкой на 2-3 минуты, чтобы выходил пар. Затем картошечку и варим до готовности. Добавляем зелень, чеснок и выключаем. Вот, суп готов. Супчик получается быстрый, легкий и простой, но при этом посмотрите, какой он яркий и нарядный. Очень приятно вот так ловить фрикадельку на ложку и кушать. А еще бульон очень прозрачный. Видите, какой прозрачный? Вот. Все ингредиенты очень ярко выделяются. Супчик очень нежный. Посмотрите, какой прозрачный он в ложке. Сверху не плавает никакого жира, потому что без зажарки. Подсолнечное масло мы вообще не использовали. При этом суп сытный, он мясной. Можно его использовать как основное блюдо. Я знаю, что такие супы очень любят дети, потому что без зажарки. Приятного аппетита! Такой супчик понравится всей семье. Можно позвать детей, и они с радостью будут катать для вас фрикадельки. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и я буду радовать вас новыми рецептами.